Так, друзья, продолжая свой, обзор мода Red Power 2. Так, здесь еще есть такая фишка, как провода из красного сплава. Роль они выполняют ровно такую же, как красная пыль, но отличие в том, что они более устойчивы, например, к воде. То есть, если они в воду попадут, то как красный камень они не снесутся. Вот. То есть это более удобная вещь по сравнению с красным камнем. Но функцию выполняет точно такую же. Передачу сигнала красного камня. Вот. Делаются, соответственно, вот эти провода из слитка красного сплава. В принципе, недорого. Там не очень дорого. Можно, кстати говоря, его делать из железа, можно из меди. Вот. Переплавкой в печке. Этот слиток. И, соответственно, просто обычным крафтом уже делать этот красный сплав. Так, далее. Тут еще есть у нас инструменты. Ну, я тоже не все будут рассматривать. Я так, самые основные. Это, во-первых, отвертка. Но она как раз служит для того, чтобы просто поворачивать предметы, ну, точнее механизм из этого мода. Вот, давайте попробуем что-нибудь повернуть. Например, вот раз. Все, это просто отвертка, она просто поворачивает, соответственно, во все стороны механизма. Есть еще более продвинутая версия этой отвертки, там электрическая, она работает на электричестве. Вот. Ну, не знаю, мне чаще, честно говоря, всегда было проще делать отвертку и все. Ее как бы обычно надолго хватало. Еще в этом моде добавляется серп, такой, значит, инструмент, который просто по большой площади срезает, например, какую-нибудь пшеницу. Честно говоря, не нашел его особо полезным, но вдруг кому-то понадобится. Это вот алмазный вариант, есть еще там, допустим, не знаю, железный. Вот. Так, еще тоже такая не особо полезная вещь, называемая чесалкой. Она просто делает из шерсти нитку. Вот. Ну, если у вас установлен мод Industrial Craft, то, в принципе, превратить шерсть в нитки проблем не составит. Но если, допустим, нет, то, в принципе, вот этим можно воспользоваться. Так, еще интересный такой, даже не инструмент, это вид оружия, называется Атам. Значит, и с помощью него можно за 2, допустим, удара, или даже за 1, если он хорошо зачарован, убивать эндерменов. Это единственное его полезное приспособление. То есть обычных мобов и других игроков особо им не порежешь. Вот. Так, далее. Еще здесь интересно, есть такое, значит, ведерко, которое, во-первых, делается сама банка, крафтится из оловянных волокон. Они делаются переплавкой, опять же, в этой печи, олова и 2 слитков железа. Значит, делаем такие вот оловянные волокна, из них потом делают такие вот баночки. Вот. А дальше мы эти банки смешиваем с красителями и с семенами льна. И получаем такие вот красители. Вот. Зачем они нам нужны? Дальше мы берем эти красители, допустим, там разного цвета, белый, красный, зеленый, и, соответственно, смешиваем с такими вот кисточками. Сперва мы делаем кисть. Это шерсть любого цвета и палка. У нас есть такая вот кисть. И дальше мы ее перекрашиваем с помощью банки в какой-нибудь цвет. Вот такой вот получаем. Белую кисть, там оранжевую и так далее. Вот я, например, сделал там белую кисть. Вот я сделал салатовую. И с помощью них, зачем они нужны, мы можем красить трубы пневматические. Так, у нас есть где-нибудь тут? Я вроде здесь оставлял для примера, да. Вот, возьмем трубу, например, одну, вторую. Мы, допустим, хотим, чтобы они не пересекались. Например, раз, два, три. И, соответственно, здесь. Хоп, хоп, хоп. Вуаля. Все, эти трубы не пересекаются. С помощью некоторых приборов, например, того же сортировщика. Ой, где у нас он тут был? Ну, вот и менеджер тоже может цвета задавать в определенных, то есть может трубы определенного цвета передавать, вот, ресурсы. Можем это дополнительно задавать. Тот же сортировщик также умеет по цветам, например, как раз по трубам распределять ресурсы. Это очень здорово для сортировки именно. Ну, само название как бы обязывает, да? Очень здорово можно сортировать. Я часто это использовал, например, когда у меня был карьер из билдкрафта. Чтобы раскидывать по разным сундукам полезные и неполезные ресурсы, я пользовался вот этим сортировщиком. Супер вещь.
Ну и также, например, тот же фильтр может тоже по цветам направлять. И еще некоторые другие механизмы. Вот. То есть это основное предназначение вот этой кисти. Или просто для того, чтобы разделить вот эти две трубы. То есть можно либо панельки такие ставить, которые я там показывал, да, в предыдущих сериях. Для разделения труб. Вот так вот. Удобно. Либо с помощью такого, значит, такой вот покраски. Тут на ваше усмотрение.